Йоу. Небольшое предисловие для тех, кто только подключился. Честно говоря, сам урок получился полной нудятиной. Я сам не ожидал, что так получилось, но оказывается, когда я работаю, я всегда говорю вот таким вот голосом и по 1000 раз передумываю и делаю что-то другое. Короче, но мне перезаписывать было очень лень. Возможно, в следующий раз попытаюсь исправиться. Я вас приглашаю на просмотр этого замечательного брейкдаун урока, посвящения в то, какими инструментами я пользуюсь и чё вообще как. Погнали вместе со мной. Вместе со мной, блядь. Надо научиться разговаривать. Все, поехали. Йоу. Опа. Итак, небольшой брейкдаун о том, как я делал вот это видео. Вот, я уже делал что-то подобное, но сейчас я решил запечатлеть, собственно, весь этот процесс. И давайте все-таки начнем, я вам покажу, как это все просто и легко делается. Мы начнем с первого. Это мы отсканируем эту комнату. У меня, кстати, вот здесь есть котик. Да, брат, мы сделаем с тобой офигенное видео. Итак, для этого мне понадобится iPad и приложение под названием 3D Scanner App. Вот оно. У меня, честно говоря, нету опыта съемки видеоблогов. Возможно... Короче, вы не удивляйтесь всяким странным штукам, которые вы увидите, и моим вот этим вот... Потому что я человек, и я способен на ошибки. Блин, какие шикарные кадры получаются. Так, давайте я поменяю объектив. Вот так-то лучше. Блин, вот так вообще топово. Можете посмотреть еще раз на котика. И мы его закроем пока что. Котик, посиди пока там, пока я отсканирую комнату. Итак, собственно, вот наше приложение. И сейчас мы начнем сканировать все, что видим. Как бы мне это сделать, блядь? Кажется, придется еще одеть штаны. Все, так-то лучше. Все, это только на 1 минутку. Сейчас я тебя выпущу и пущу обратно. Поехали делать скан. Здесь я выбрал low res. Давайте выберем high. Не, давайте выберем low. Посмотрим, что у нас вообще получится. Отсканируем и вернемся. Итак, поехали. Все, как вы можете наблюдать, пошел процесс сканирования с помощью технологии LiDAR на новых iPad'ах и айфонах. Он есть, и это, в принципе, очень прикольная тема. Конечно, сканирует оно не так, как бы хотелось, еще дорабатывать, не дорабатывать, но это уже что-то. Все, кстати, апдейтится очень быстро, и, например, я отсканировал только что с открытым шкафом, потом я его закрыл, опять подсканировал, и оно все очень быстро обновилось. Я закончил, пошел процесс всяких там каких-то вычислений компьютерных, и, собственно, сейчас вам покажу финальный результат. Вот что получилось. В принципе, так как и выглядит. Да, конечно, оно максимально не идеальное, только посмотрите на эти полигоны и текстурки. Но, в принципе, с этим, я думаю, можно работать. И здесь мы выберем HD. Не знаю, наверное, да, пусть будет HD, я не сильно разбираюсь в этом. Нажимаем старт, пошел процесс, опять каких-то компьютерных вычислений. И все, это я сразу скинул на комп, и мы продолжим работу уже там. Поехали. Я покажу, что творится под Сакурой в выходные. Кто это там? Кто это там у нас? Вот что получилось. Блин, ну, если смотреть на
Вот такие вот детали, типа микрофон, монитор. Выглядит, конечно, ужасно, но в общем и целом я считаю, что это офигенный результат. Потому что у нас будет всегда анимирована камера, все будет быстро двигаться, и вот этих мелких деталей просто-напросто не будет видно. Поэтому давайте я сейчас все скину туда и продолжим уже работу там. Итак, вот я уже добрался до компьютера, но я забыл, что я здесь рендерю анимацию, поэтому давайте просто хлопнем 2 раза в ладоши вместе и переместимся сразу туда, где этот рендер уже закончился. Хотя, знаете, что я подумал? Что мы будем ждать? Давайте пока что так посмотрим на модельку. Блин, все, он что-то очень мало весит. По-моему, я выбрал не тот режим, потому что прошлый мой скан... Хотя здесь у меня одна комната. Прошлый мой скан весил около 200 мегабайт, но там была целая квартира. Здесь же у меня одна комната. Вот как это выглядит снаружи, вот как это выглядит внутри. Блин, ну на самом деле выглядит ужасно, но давайте применим текстурку. А, стоп, она уже есть. Короче, вот так выглядит моделька. Давайте посмотрим на сетку. Вот такая вот сетка, довольно-таки детализированная. И при хорошем умении моделирования, я думаю, здесь можно сделать что-то стоящее. Но так как я не умею моделировать, будем пользоваться теми инструментами, какими меня научила жизнь. Вроде все в порядке, нет никаких дырок. Здесь у нас окно, вот здесь вот есть дырка. Но я думаю, мы их уберем и сделаем туда какой-то прикольный свет, который будет светить в эту комнату. В принципе, да, я готов вместе с вами что-то здесь делать. А пока я буду ждать конца этого рендера. Надеюсь, все будет в порядке. Итак, мы продолжаем. Давайте посмотрим же. Давайте поставим на рендер. Так, ничего не видно. Давайте я конвертну это все в октановские материалы, и у нас все темно, потому что нет никакого источника света. Поэтому давайте мы создадим HDRI Environment, и потом мы добавим сюда какой-нибудь свет, допустим, это будет Area Light. Так, давайте увеличим эту комнату до нормального размера, примерно вот так. Все, и теперь мы видим, что у нас получилось. Подсветим потолок, как-то так. И вот получилась вот такая вот прикольная штука. Далее я настрою разрешение, инстаграмовское разрешение. И что же мы будем делать дальше? Давайте-ка подумаем. Для начала я бы создал камеру. Сделаем здесь, допустим, 25 миллиметров. Симба, ты что там делаешь? Да, как-то вот так. И сейчас я, наверное... Блин, было бы идеально убрать вот эти вот окна. То есть полностью удалить здесь полигоны и вставить туда свет, чтобы он светил из окна. Давайте подумаем. Я бы не удалял так полигоны, я бы просто создал бы какой-то куб, подвинул бы его сюда, повернул бы вот так вот параллельно с окном, подвинул бы сюда и настроил размер этого куба так, чтобы оно совпадало с размером окна. Вот так, чтобы было видно. Итак, я буду все делать примерно, не буду придерживаться каких-то правил, при которых нужно делать все аккуратно. Я просто вам показываю свой способ работы. Дальше я, наверное, закину это все просто в... Далее я возьму вот этот боул, кину туда куб, кину туда комнату. И у нас ничего не поменялось, нужно поменять их местами. Вот так вот. Да, по-моему, вышло почти идеально. Думаю, еще по высоте немного добавить и по ширине. Давайте посмотрим. Давайте так и оставим. Нажмем C, чтобы это превратилось в один объект. И далее давайте вернемся назад. Скопируем этот куб. Далее мы нажмем C на эффекте Bowl. Все, у нас есть теперь один объект. И теперь мы сделаем, наверное, то же самое с соседним окном. Так вот. И давайте я уже, наверное, вернусь, когда я закончу с этими окнами. Бо я не уверен, что это будет очень быстро.
Все. У нас все готово, в принципе. И назовем этот объект Room. Room, да. Получилась какая-то хуйня, но похер, давайте работать с этим. Могу отключить, наверное, Octane Light и добавить сюда Daylight. И если мы покрутим Daylight, где-то должно появиться солнышко. Вот оно. Смотрите, какой прикольный свет получается. Мы просто сделаем вот этот материал Glassy с белым спекулером. Roughness. И спекулер можно как-то уменьшить, наверное. Сделать его темнее, чтобы не так сильно отражалось. Что ж. Теперь давайте, наверное, добавим сюда... Знаете, я бы добавил еще какой-нибудь цвет. Вот этот бы пока отключил. А вот этот цвет можно добавить... сделать его, наверное, другим цветом. Добавить RGB Spectrum в свет. И давайте сделаем какой-нибудь вот такой вот. Продублируем его. Видим куда-нибудь вот сюда. А этот цвет мы сделаем. Пускай будет вот такой вот голубой. Также я, наверное, уменьшу немножко интенсивность, потому что мы сейчас на камеру добавим вот этот вот тег, Octane Camera Tag, включим в постпроцессинг Glow. Все, теперь у нас вот так вот все прикольно подсвечивается, но если у нас будет камера летать, то мы будем видеть вот эти вот черные края. Я не хочу, чтобы их было видно, поэтому, наверное, по вертикали просто увеличу очень сильно и тот, и другой свет. То есть примерно как-то так. Вот здесь вот какой-то у нас полигончик еще и лишний есть. Можем его убрать. Теперь я предлагаю добавить какого-нибудь персонажа сюда. Давайте зайдем на Миксама. И здесь у меня уже есть персонаж. Можем просто здесь написать dance. Мы найдем какие-то танцы. Танцы-шманцы, допустим. Что у тебя с руками? Давайте найдем что-то динамическое такое. Блин, какая-то херня. Блин, вот это, по-моему, прикольно. Давайте скачаем это. Пускай будет 24 FPS. Сейчас наша анимация скачается, и мы ее сразу же добавим. Добавим в Cinema. Все это запихнем в null объект. Вернемся сюда. Вставим. И у нас вот такой вот маленький персонаж получился. Блин, можно сделать как, знаете, этот человек-муравей. Самое прикольное еще, что когда вы сканируете вот это все, здесь можно использовать супер широкую камеру, которая в реальности просто не существует. И добавить distortion, и у нас появится вот такой вот прикольный fisheye эффект. Поэтому давайте увеличим персонажа примерно до вот таких размеров. Не буду его делать таким, каким он должен быть в реальности. Все, можем анимировать камеру. Здесь сделать тоже 24 FPS. Давайте поставим 25. Все, и теперь у нас персонаж здесь танцует. Мы добавляем null объект. Null объект мы ставим там, где у нас стоит персонаж. И в этот null объект мы добавляем камеру. Далее мы анимируем этот null, ставим первый ключ. И в конце мы сделаем поворот. Там, пускай это будет вот так, допустим. Далее мы зайдем в таймлайн, выделим эти два ключа, сделаем их линейными, чтобы анимация у нас начиналась сразу. И добавим тег Vibrate, в котором мы включим, наверное, Rotation на 4. Далее здесь на 7 и здесь там на 5. Посмотрим, что вообще получилось. Видите, очень быстро, поэтому давайте поставим на 1. А вот так кажется прикольно. Здесь можно сделать на 15, на 25. Опа. Алло. Так, продолжим. Я, наверное, еще добавлю сюда лампочки. Вот видите, вот здесь, в этих местах у меня лампочки в комнате, поэтому я бы туда добавил вот такие вот сферы. Создам просто материал, накину на эту лампочку и в emission просто возьму texture emission. Смотрим, сильно ли оно светит.
вообще почти не светит. Поэтому можем добавить сюда RGB спектрум, сделать какой-то, пускай будет голубой цвет. Также самое можем продублировать это все, подвинуть куда-то куда-сюда. Пока что вот этот весь цвет не финальный, я пока просто, знаете, по-моему, синий самый прикольный, какой-то вот такой, может, голубой. Также в прошлой анимации, сейчас я еще раз покажу, вы могли заметить, что там такой мигающий цвет. Это я делал текстурку в After Effects, которую я рендернул и закинул на материал, который я применил на Plane, чтобы придать динамичности нашей работе. Разумеете? Давайте еще добавим Wiggle на Z. Камера сможет вперед-назад еще двигаться. Потом можем на эту тетку накинуть какой-нибудь обычный черный материал с небольшим рафнесом. Можем то же самое со шлемом сделать. И с бэкпэком. Не, это был бюст. Окей, пусть будет пока так. Также я, наверное, добавлю еще один light, area light. Сделаю поменьше, подвину куда-то вот сюда. Примерно вот так. И просто скопирую тег на этот light. Яркость сделаю его побольше. Включу камеру, посмотрю, как это выглядит. Мне кажется, нужно поменять цвет. Пускай это будет вот такой вот розовый. И уменьшить нужно интенсивность. Примерно вот так. Да, прикольный эффект получается, если накинуть просто вот такой вот материал. Потому что с белым очень много шумов. А если мы кидаем так, то количество шумов уменьшается. И если мы сделаем roughness, то всю эту комнату будет видно намного лучше. Вот этот цвет, который под столом, мы, наверное, можем вообще скрыть. Его не будет видно. Вообще прикол. Мы также само можем его скопировать, подвинуть куда-то в другое место. Вообще все максимально неаккуратно. Вы так никогда не делаете. Это я просто так для примера вам показываю. Давайте добавим вот такой вот цвет сюда. По Y, наверное, можно до 25 уменьшить. И посмотреть, может так лучше будет. Ставить 35. Давайте 25. Также я бы, наверное, включил здесь денойзер. И сделал бы какую-то глубину резкости. Как-то вот так вот. Также нужно, наверное, чуть-чуть увеличить персонажа, чтобы он стоял прям... Да, вот так. Все, получается вроде прикольно. Давайте сделаем, наверное, шире камеру еще чуть-чуть. Наверное, вот так вот. Так же само мы уберем автофокус и настроим фокус вручную. Все, теперь мы можем, допустим, анимировать камеру. Ее position. Единственное, что мне не нравится, что сейчас персонаж какой-то... Как-то его плохо видно. Поэтому может добавить какой-то... Все равно мне не нравится, как персонажа почти не видно. Я, наверное, все-таки на него накинуть текстурки, те, которые должны быть на нем. Я просто скопирую сюда этого персонажа. И здесь я просто сделаю вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Теперь если мы зарендерим, то теперь наш персонаж, по идее, с текстурками, но не как-то... Да, теперь нашего персонажа намного лучше видно. Можно его также само продублировать. Поставить, допустим, на стол. Давайте еще продублируем несколько раз. Поставим его на стул, вот сюда вот. Вы только зацените. Также можно, наверное, еще добавить свет, который будет исходить из монитора. Пускай будет как-то так. Также уменьшу свет, который исходит с монитора. Сделаю, наверное. И, в принципе, у нас получилась какая-то анимация. Не скажу, что она топовая, но сам принцип, в принципе, я вам показал.
Наверное, я бы все-таки добавил сюда какую-то анимированную текстуру. Давайте я скопирую прямо с прошлого проекта. Давайте это все повернем. Далее я бы анимировал фокусное расстояние. То есть здесь на 17, здесь пускай будет 35. Потом поставлю еще ключ. Здесь 35 плюсину идет на 25. И я бы еще с прошлого проекта добавил бы фон. Вы не обижайтесь, что я там с прошлых проектов тяну и не показываю, как это делать, но я просто показываю это для примера, чтобы мне не делать очень много работы. У меня есть вот такой вот здесь плейн, который я бы мог вставить. Куда бы его вставить? Ребятки, давайте подумаем. Также самое в Emission я бы скопировал этот материал и добавил в Opacity. И теперь у нас будет вот такая вот прозрачная штука, которую мы можем повесить на стену. Но для начала нужно ее повернуть правильным образом. Не знаю, достаточно ли она светит. Все, у нас теперь офигенная штука, которую мы можем, наверное, еще чуть больше даже подсветить. И мы ее можем скопировать, вставить на какую-то соседнюю стену, скопировать этот материал, накинуть на плейн. И здесь я просто поменяю цвет в колорайзере. Кстати, да, если кто не знал, вот как можно очень просто добавить цвет на текстурку. То есть порядок такой. Идет текстурка, она привязывается к тегу color к ноде color correction. Color correction идет в colorizer. С colorizer идем в texture emission и дальше идем в emission. Так, какой бы цвет здесь сделать? Желтенький давайте сделаем. Какой-то желто-розовый, не знаю. Все, я это, наверное, буду отправлять на рендер. Посмотрим, что у нас получилось. Я в настройках рендера сделаю, наверное, просто 60 сэмплов. Я думаю, этого будет более чем достаточно. И в Octane рендере, в Render Pass я здесь выберу PNG. Оп. И Beauty сделаю, выведу Denoised Beauty. Тест рендер. Все, я запускаю на рендер, и мы увидимся с вами после того, как оно закончит. Ладно, хватит работать, давайте посмотрим на кота. Итак, друзья, прошло уже несколько дней после того, как я отрендерил эту анимацию, и давайте же посмотрим, что получилось. Вместе, наверное, с музыкой. Честно говоря, получилась полная дичь. Мне вообще не нравится. Поэтому я, во-первых, в ритм музыки это не совсем совпадает. Я бы сделал что-то подинамичнее. Плюс мне не нравится вот этот вот пол, который как-то странно выглядывает с разным рафнесом вот здесь и здесь. Плюс мне не нравится движение персонажа. Я, наверное, их поменяю. Эти персонажи пусть такие остаются, которые вот здесь и вот здесь. Также, как можете здесь заметить, Emission, который светит ярко-розовым цветом, он, короче, надо его чуть ярче сделать, чтобы не было вот таких вот шумов, чтобы был просто белый цвет, и от него исходило розовое свечение. И анимацию камеры я бы тоже поправил, сейчас она какая-то медленная, возможно, даже поменяю музыку. Короче, погнали делать дальше. Ладно, давайте оставим эти две анимации, которые мы скачали. Запустим Cinema. Так, это кажется, ну да. Да. Так, и для начала я сейчас поправлю косяки, которые меня не устраивают там. Допустим, уберу вот этот вот пол. Далее нужно поправить вот этот emission розовый, чтобы он не был таким шумным. Его нужно сделать поярче. Примерно вот так. Сейчас уже намного лучше.
Далее давайте скопируем, наверное, камеру. Зайдем в нее. И, наверное, удалим все ключи, которые здесь есть. Оп. Оп. Мы можем, кстати, поставить одну камеру, чтобы она была якобы камерой, камерой видеонаблюдения. Вот так вот. И для этого нам понадобится еще... в камере нет... вот здесь поставить distortion. И сделать шире угол камеры. Да, примерно вот так можно оставить. И далее просто отрендерить, не знаю, там кадров 100-200. Короче, все увидите, что я имею в виду. Далее я бы скопировал еще раз эту камеру. Настроил бы как-то вот так вот. Создам null объект. Перемещу его сюда. Кину камеру в null объект. И анимирую этот null объект, чтобы он крутился вокруг, как мы уже делали ранее. Но сейчас я, наверное, сделаю больше кругов, чтобы анимация была быстрее. Так. Можно еще сделать вигл немножко поживее. Как-то так. Да, отлично. И давайте закинем сюда вот эту вот анимацию. Давайте назовем это Animation 2. Получилось достаточно прикольно. Также нужно помнить о том, что у нас стоит автофокус. Кстати, нам нужно затекстурить нашего персонажа. Для этого мы просто перенесем все текстурки с зажатым Ctrl вот сюда. Вот так вот. Также нужно помнить, что у нас стоит автофокус, и поэтому камера не всегда смотрит в центр персонажа. И автофокус будет, конечно же, идти на стены. Поэтому я бы немножко уменьшил вот это вот значение. И, наверное, Motion Blur можно тоже чуть поменьше сделать. Даже вот так, наверное. Во. Так, вот здесь я, например, анимирую камеру. И там, где она уходит аж куда-то в бок, я бы ее подвинул. И потом просто бы скопировал ключ и вернул ее обратно. Как-то так. Давайте сохраним проект. Поставим 100 сэмплов. И можем заметить, что вот здесь вот дикие шумы появляются. Да вообще везде тут дикие шумы. Это, конечно, херово, но кто там смотрит? Сейчас я анимирую фокус на расстояние. То вот так вот можем делать вообще какие-то дикие значения, которых в реальности быть не должно. Так, здесь давайте сделаем 35, 25, 20. Так, здесь сделаем 10. Здесь делаем обратно 18. То есть как-то вот так вот. Также мы, наверное, можем добавить каких-то партиклов. У меня есть здесь X-Particles. Честно говоря, я пока не сильно разобрался в... Да, зря я полез в X-Particles. Получилось там довольно прикольно, но я сразу же пропущу эту часть, потому что она не отрендерилась. И, возможно, как-то в следующих уроках вам покажу это я. Итак, я думаю, я, в принципе, готов отрендерить эту версию. Давайте, собственно, это и сделаем. Поставлю 100 сэмплов. Думаю, этого будет более чем предостаточно. Что же за херня? Видите, оно рендерит в 30 FPS. Тут у нас 25, поэтому здесь мы поставим тоже 25. Далее давайте создадим новую папочку, которую назовем render. И здесь мы еще создадим папочку, назовем ее первая сцена. Зайдем в нее и сделаем сцена 01. Все так. Мы, в принципе,
готовы. И все, давайте рендерить. Поехали. Далее я сделаю похожим методом вторую сцену, где уже будет другая анимация персонажа. И, по-моему, у нас несколько, еще одна анимация есть. Не знаю, короче, я сделаю 2-3 сцены, и этого будет достаточно. А тем временем рендер пошел. Рендер одного кадра у нас занимает сколько? 12 секунд. Соответственно, простыми математическими вычислениями мы можем понять, сколько же времени займет наш рендер. Соответственно, у нас 420 кадров. 420 кадров. Умножаем на 12. Получаем 5040 секунд. 5040 секунд мы делим на 60 и получаем 84 минуты. 84 минуты, если кто не знал, это час и 24 минуты. Соответственно, я продолжу свою работу через час и 24 минуты. Увидимся незабаром. Вот и сказочки конец, а кто подписан на канал, тот молодец. На самом-то деле, дальше еще немножко есть работы. Я еще сделал несколько сцен с различными анимациями персонажа, также немного с другой камерой, но в принципе принцип остался тот же. Далее я сделал небольшой монтаж, собственно, этих 2-3 сцен под музыку, и вот что получилось. Boys got some 60s in my bed. Lips feel like pillow talking on no bed. А получилась довольно прикольная анимация. Да, прошлая анимация получилась получше. Этот инопланетянин смотрится немного интереснее. И вообще какой-то вайб получился в прошлом видео поприкольней. Но я рад, что я вам показал, как это вообще делается. Я думаю, вы заметили, что я не использовал какие-то сложные технологии, которые вообще... Ладно, посидим, подумаем. Я думаю, как блогеры это делают? Как? Я не понимаю. Дубль хер знает какой. Короче, я надеюсь, вы поняли, что не нужно использовать какие-то очень сложные инструменты, которые нужно учить тысячелетиями, чтобы этому научиться, собственно. Можно использовать вот такие вот простые приемы, но при этом добиваться каких-то прикольных результатов. А я рад был вас видеть на своем канале. Также очень было интересно как-то вот так вот по-новому показать, собственно, какой-то... Собственно, скажи раз еще раз скажи, собственно. Я рад был попробовать новое что-то для себя. Если вам понравилось или не понравилось, напишите обязательно в комментариях, что можно исправить, что можно добавить, что оставлять так, как есть. Это просто тестовый залп в бесконечную паутину Ютуба. Я думаю, мы увидимся очень скоро, потому что я еще хочу снять видеоблог на очень интересную тему. И, по-моему, никто этого еще не делал. В русском сегменте, я имею в виду. Поэтому было бы прикольно донести до вас кое-что интересное. Не буду говорить что. Все, я побежал. Увидимся очень скоро. Все, надеюсь, это... О, у меня 0 минут осталось. Капец. Надо срочно запастись памятью.